Друзья, слайд. Здесь мы уже подведем итоги, так сказать, и рассмотрим, что произошло с недвижимостью на протяжении одного года. Будем говорить о тенденциях. Период сравнения январь 2025 год. Видим 2758 евро стоимость квадратного метра. И в январе 2026 года это 2829 евро. То есть практически весь год видели снижение стоимости квадратного метра, ну, за исключением вот этого января месяца. То есть это называется тенденции, показывают незначительный, но все-таки рост. Вверху мы можем прочитать, рост в годовом измерении составил плюс 2,56%. Среднее арифметическое число внизу, видите, период сравнения январь 2026 с январем 2025 года. Видим, что в январе 2026 года в целом по провинции это 2829 евро, что показало рост в годовом измерении 2,56%. Друзья, это очень даже вполне адекватный рост недвижимости. Люди, которые вам говорят о том, что недвижимость может вырасти на 25%, где-то слышал, вот реально слышал, причем от местных YouTube-блогеров, которые показывают рынок недвижимости на Кипре. Ну, это, скорее всего, фантазия людей, которые хотят продать что-то. Не бывает так, чтобы рынок недвижимости он достаточно инертен, это не фондовый рынок, чтобы стоимость выросла там за год на 25%. Это, друзья, абсолютно неправда. А вот на 2,5% это правда. Почему? Объясню. Вверху вы видите макроэкономические показатели, которые характеризуют состояние экономики. Прошедший 2025 год, понятно, что мы сейчас о январе говорим 2026 года, но применяется еще, так сказать, смотрим макроэкономические показатели прошедшего года. Так вот, если вы посмотрите, инфляция в 2024 году была, да, и в 2020, 20, вернее, пятом 2%, хотя она будет скорректирована вот в конце февраля. Я думаю, что Евростат даст уже по факту, сколько была инфляция. Я думаю, что процента 3, наверное, ну, может, 2,5 точно, как в 2024 год, видите, да? Поэтому, что такое инфляция, вы знаете. Очень кратко напомню, существует закон стоимости, который гласит о следующем, что экономика работает сбалансированно в том случае, когда количество напечатанных денег, фиатных денег, там есть еще агрегат М0, М1, М2, то есть общее количество денег, которое находится, так сказать, в обороте, да, соответствует общему количеству выпущенных или произведенных товаров и услуг в том или ином государстве или стране. То есть тогда вот этот баланс существует. Как только количество денег становится больше, то есть печатают вертолетные деньги, происходит что, друзья? Совершенно верно, за эти уже обесцененные деньги можно купить все меньше, меньше товаров и услуг, а недвижимость является таким же товаром. Так вот, при инфляции здесь 2% пока, но будет 2,5%, рост в годовом измерении 2,60%, говорит недвижимости, да, показываю внизу, или здесь можно смотреть, говорит о том, что, друзья, недвижимость ваша за год не подешевела. Так как любят говорить продавцы недвижимости, что недвижимость это такая тихая гавань, которая сохраняет ваши деньги, а если вы, в общем-то, приобретаете недвижимость и сдаете ее в аренду, вы получаете еще и пассивный доход, то несложно посчитать инвестиционную привлекательность того или иного объекта жилой недвижимости. Так вот, если просто вы купили недвижимость, за год она у вас, друзья, что не обесценилась, как другие товары и услуги на острове Кипр, в данном случае провинция Фамагуста. Надеюсь, я объяснил достаточно популярно, почему рынок недвижимости вот в такой ситуации, я говорю, ведет себя адекватно. С февраля месяца, вот уже это будет в марте месяце, я буду записывать видео, где мы будем говорить о пассивном доходе, то есть об инвестиционной привлекательности, ну, о жилой недвижимости будем говорить.
Если будет интересно, пишите, можем какие-то другие темы придумать. Ну, не придумать, а я могу подготовиться, то есть это, как оно называется, я человек уже в таком возрасте, когда интеллектуальный зуд мешает спокойно, так сказать, доживать свой век, да. Поэтому пишите, интересно, если темы будут, могу подготовить, причем достаточно квалифицированно. У меня есть, как оно называется, компетенции в этом плане, да, я могу достаточно интересно и аргументированно готовить материал, который касается исследования рынка недвижимости. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости острова Кипр, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовит для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр, которые, в общем-то, помогут вам не заблудиться в каменных джунглях рынка недвижимости острова. Друзья, до следующих встреч!